Привет! Ты смотришь гайд для новичков в игре ARK Raiders. Данная информация поможет тебе быстрее разобраться в игре. Основная цель игры – отправляться в экспедиции, где можно сражаться с игроками, собирать трофеи и воевать с роботами. Когда вы отправляетесь в экспедицию, то из нее нужно постараться выйти живым. На картах есть точки эвакуации. Эти места могут посещать все игроки. Данная территория функционирует по времени ограниченно. Когда открываете карту, то вы увидите время, в течение которого еще будет работать эвакуация в данном месте. Если она стала визуально тусклой, то туда нет смысла бежать. На данный момент есть 3 места эвакуации. На разных картах они отличаются между собой архитектурой. На мой взгляд, самая безопасная точка эвакуации находится на карте «Синие ворота». Тут игрок лучше защищен, так как вентиляционная шахта закрытая. В нее войти можно только сверху. С верхней позиции по вам смогут стрелять, но там много балок, и через них не так просто вас будет достать. На остальных картах зона эвакуации опаснее. Бункер так вообще легко простреливается со всех сторон, а поезд имеет опасную особенность. Когда он приедет на станцию и ворота откроются, то понять, есть ли вражеский игрок с другой стороны платформы, будет крайне сложно, так как там сплошная темнота на перроне, а выбегать и осматривать каждый угол вы вряд ли захотите. Есть более безопасный способ эвакуации. Можно покинуть локацию через люки рейдеров, но нужно иметь при себе специальный ключ. На картах данные люки визуально отображаются практически так же, как и основные места эвакуации. Если вы наведете курсор мышки, то появится подсказка о том, что нужен ключ от рейдерского люка. Этот ключ можно создать в убежище в мастерской или купить у NPC Шани. Есть зоны, в которых можно найти предметы повышенной редкости. На карте они выделены красным и желтым цветом. Обычно туда стремятся попасть много игроков. Там высокая вероятность словить ПВП. Можно бегать в поисках предметов и в обычных зонах. В таких местах как-то находил трофеи розового цвета эпического уровня, но это случается крайне редко. Также на карте в разных областях отмечены специальные знаки, которые подскажут вам, какой тип предметов будет чаще там находиться. Вначале у вас будет доступна одна карта для экспедиции. Чтобы открыть другие, вам всего лишь нужно сыграть определенное количество раз на доступной карте. Тогда постепенно будут открываться другие карты. Также у каждой карты есть дополнительная вариация, в которой сложность прохождения повышается. Но зато добыча предметов за запертыми дверьми будет более щедрой. Такие вариации карт доступны только в определенный интервал времени. Еще в разделе навигации по карте добавлю важный момент. Любая экспедиция заканчивается. Отслеживайте время в игре, чтобы успеть добежать до точки эвакуации. Иначе прилетит метеорит на карту, и вы умрете. У меня был прикольный случай, когда я бежал на последних минутах до точки эвакуации и на последних секундах успел запрыгнуть в бункер. Метеорит ударился об землю. Ворота бункера еще не закрылись, но я остался жив. Видимо, в такой ситуации главное успеть забежать внутрь зоны эвакуации, а последующий запуск механизма возвращения с компьютера уже не так важен. В игре много предметов, и в таком изобилии можно запутаться. Почти все предметы можно перерабатывать. Даже во время рейда, когда исследуем места, содержащие трофеи, то их можно сразу перерабатывать. И если есть свободные места в инвентаре, они автоматически перейдут в рюкзак. Переработанные компоненты понадобятся для крафта. Когда наводите курсор мыши на предмет, то в описании будет написана информация о том, можно ли его будет задействовать в создании других предметов. Есть предметы со значком бриллианта. Их можно смело продавать в магазин, кроме кошачьей лежанки. Она понадобится для прокачки петуха, о котором поговорим позже. Для начала советую не перерабатывать все подряд, так как есть предметы, которые потребуются для улучшения своей мастерской. В мастерской много верстаков для создания разного снаряжения, и есть верстак-очиститель.
который создает отдельные компоненты для последующего крафта. Нажмите на строку повышения уровня, и вы увидите, какие предметы и компоненты потребуются для улучшения. Таким способом просмотрите каждый верстак и нажмите на строку отслеживания ресурсов. В рейде при обыске трофеев в правом верхнем углу на нужном предмете для крафта появится значок глаза. Это значит, что нашли нужный предмет из списка отслеживания ресурсов. Теперь вы будете точно понимать, какие предметы можно разбирать, а какие нет. Улучшение верстаков даст возможность крафтить более лучшую экипировку. Еще желательно понимать, какие переработанные компоненты используются для создания оружия, медикаментов, патронов, гранат, энергощита и чемодана, который расширяет слоты в инвентаре. Для их крафта потребуется много пластиковых и резиновых деталей, а также металлических деталей и ткань. Нажмите на предмет, который хотите разобрать правой кнопкой мыши, и в списке выберите «Переработать». Таким способом вы увидите, какие компоненты можно получить. Вначале у вас будет мало ресурсов, и если вы часто будете умирать, то с некоторыми перечисленными предметами возникнет дефицит. Их, конечно, можно купить у NPC-продавцов в убежище, но это будет слишком дорого. Поэтому нужно сформировать комфортные запасы для крафта. Если попадете в затруднительную ситуацию по нехватке ресурсов для создания предметов, то ничего страшного. Выйти в рейд можно абсолютно голым. Придется играть максимально осторожно, чтобы успешно собрать трофеи и живым вернуться на базу. Зато прокачаете у себя крутой навык стелс-лутинга. Я, кстати, так много раз бегал в поисках квестовых или других предметов. Внимание! Важная информация! В инвентаре есть потайной карман. В него можно положить любой предмет, кроме оружия и энергощита. При смерти персонажа предмет, находящийся в этой ячейке, сохранится, и вы его заберете с собой на базу. Сформируйте полезную привычку. Как только нашли самый важный для себя предмет, то сразу его поместите в потайной карман, иначе его проебете. В игре персонажа перед смертью сначала сбивают с ног. В этом состоянии он не может сражаться, а может только ползти. В данном состоянии вы не сможете открыть инвентарь и быстро переложить предмет в потайной карман. Еще важно знать, что когда вас сбивают с ног, то вы можете доползти до зоны эвакуации, открыть дверь и ввести пароль в компьютер, чтобы отправиться на базу. Главное – успеть этот процесс осуществить до момента, пока у вас не закончилось остаточное здоровье. Что нужно знать насчет оружия? В этой игре оно простое. Есть несколько видов калибра патронов и существует маленькая вариативность под установку обвесов. Есть винтовки и пистолеты, которые используют одни и те же патроны. Оружие обладает категорией редкости и уровнем. Визуально быстро определить категорию или тир оружия можно по цвету, а уровень отображается римскими цифрами в правом нижнем углу. Уровень оружия на верстаке можно повысить за счет определенных ресурсов. Следовательно, с повышением уровней будут улучшаться характеристики. Обязательно следите за прочностью у оружия и других предметов, которые имеют данную величину, а то можно отправиться в поход на локацию с почти поломанным гиром. В процессе подготовки снаряжения обязательно проверяйте этот элемент. В этой игре механика стрельбы на ранних этапах из бичевского серого оружия специфичная. Есть пушки, в которых нужно каждый патрон заряжать вручную отдельно, или в некоторых видах оружия сам процесс перезарядки происходит непривычно долго. То есть у вас не будет заряженных боевых магазинов, которые быстро используются в перезарядке. Поэтому этот элемент нужно учитывать. Стрелять надо обязательно аккуратно, с расчетом планирования, что может сейчас появиться новый враг. Если у вас оба оружия разряжены или близятся к этому состоянию, то тогда остается надеяться на свое мастерство уклонения от атак противника с помощью бега и перекатов. Я заметил, что игроки используют комбинацию из двух оружий. Первый выстрел делают из винтовки Фера, которая имеет всего лишь один заряженный патрон, но зато эта пушка бьет очень больно. Если четко попасть по игроку, у которого будет зеленый энергощит с полным запасом здоровья,
то вы его пробьете до половины здоровья. Затем меняете оружие, у которого много заряженных патронов. Тогда добивать противника на близкой и средней дистанции будет легче, даже если часть выстрелов не попадет в цель. У вас будет заранее сформировано преимущество в нанесении урона из-за мощного одиночного выстрела. В этой игре сильно решает инициатива. Кто первый сделает выстрел, который попадет в цель, то тот, скорее всего, победит. Не всегда нужно прицеливаться для ведения огня из оружия. Стрелять можно от бедра. В таком варианте разброс пуль больше, но на близкой дистанции вполне рабочий вариант. А то пока вы будете целиться, вам уже могут снести много здоровья. В ARK Raiders есть ближний бой. Можно взять в руки кирку и попробовать захуярить противника. Некоторых наземных NPC-роботов можно шотнуть с одного удара. Только помните, когда вы махаете киркой, то запасы выносливости уходят. В этой игре вообще много действий тратят выносливость. Без нее вы будете легкой добычей даже для NPC-роботов. Искусственный интеллект в виде враждебных роботов, или их еще называют арками, жесткий. Вам нужно знать, что чем больше робот, тем он опаснее и имеет более мощное вооружение, чем его меньшие кореша. У роботов есть уязвимые места, например, у летающих дронов слабая область винты. Стреляя туда, вы быстрее выведете их из строя. Кстати, от дронов не обязательно убегать в ближайшее укрытие. Можно прятаться от них в кустах. Главное, не издавать громких звуков, когда сидите в растительности. Физика управления и передвижения персонажа тут плавная. Как я уже говорил, много физических действий будет тратить запасы выносливости. Рекомендую вам по возможности при беге не тратить запасы выносливости постоянно в ноль. Когда вы бежите, то периодически переходите на шаг, чтобы выносливость восстанавливалась. В такой игре грамотный расход выносливости – это залог выживания. Персонаж может скользить с уклона. Данный маневр не тратит выносливости. Во время его использования можно стрелять или выполнять кувырок. Кувырок – отличный акробатический элемент для уклонения от атак противника, только он тратит много выносливости. Тут хорошо реализован паркур. В прыжке, если поверхность или любой элемент окружения позволяет за себя зацепиться, то этим можно пользоваться для динамичного передвижения. Смотрите внимательно. Я делаю прыжок с высокой точки. Когда персонаж подлетает к объекту, за который хочу зацепиться, нажимаю на пробел на клавиатуре в момент соприкосновения с поверхностью. Помните, что действие можно прерывать. Например, когда цепляемся киркой и куда-то на ней летим, то мы можем в любой момент спрыгнуть. Для этого нужно нажать на пробел. Еще важный момент – это уметь менять плечо персонажа, через которое мы смотрим. В укрытиях нам обязательно понадобится данный прием, чтобы у нас был максимальный обзор происходящего и чтобы мы не выставляли наше тело под атаку с неудобного плеча. Я данную команду переназначил на боковую кнопку мышки. Менять плечо стало намного проще и удобнее, особенно в бою. В игре много окон уязвимости, когда вы будете взламывать контейнера в открытом поле или в здании. Помимо этого, вы будете издавать громкие звуки, которые могут привлечь врагов. Когда вводите пароль в зоне эвакуации, вы тоже максимально уязвимы. В эти моменты вы неподвижны, даже если вы внимательно осмотрели окружение вокруг вас. Гарантии безопасности не будет. Всегда есть потенциальный игрок, который сидит в засаде и выжидает идеальный момент для атаки. Можно ускорить процесс распознавания лута и снизить издаваемый шум при взломах. Для этого в древе навыков есть специальные таланты. Я пока в основном развиваю ветку талантов на выносливость. Какую ветку талантов вам выбрать? Нужно отталкиваться от стиля игры. Я люблю много бегать и сражаться с роботами, поэтому для меня чем больше выносливости, тем лучше. Перед прокачкой внимательно просмотрите все навыки и выберите вектор развития, исходя из ваших предпочтений. Например, я пожалел, что выбрал талант, который дает возможность в рейде создавать предметы. Данный талант полезный, спору нет, но мне он так и не пригодился.
Всегда можно найти патроны или чем восстановить здоровье на карте, а скинуть таланты сейчас пока нельзя. Опасное состояние, когда персонаж перегружен. В этот момент скорость передвижения замедлится и выносливость восстанавливается дольше. Если вы себя перегружаете, то двигайтесь очень осторожно. Не нужно передвигаться на удачу, даже против NPC-роботов. Я самоуверенно несколько раз пытался двигаться на удачу с перегрузом, и почти всегда меня сносили роботы, а игроку подстрелить меня вообще не составляло труда. Если вы жадный и лутаетесь до предела, то, возможно, вам будут полезны 2 таланта в древе навыков – упрямый мул и широкие плечи. У каждого игрока на базе есть подмастерье. Его зовут Плюшкин, и он петух, в хорошем смысле. Этот корешок после каждого рейда, вне зависимости, вернулись мы живым или мертвым, он будет приносить нам маленькое количество базовых ресурсов. Его нужно прокачать, чтобы он добывал больше ресурсов. На 4-м уровне от него уже будет заметно ощутимая польза. Давайте я вам быстро расскажу, какие предметы нужны для его прокачки. На первое улучшение нужно найти собачий ошейник. Он часто встречается в жилых домах. Я находил его на карте поля битвы у дамбы. По краю карты с запада на север будут дома. Там высокая вероятность найти этот предмет. Для второго улучшения нам потребуется лимон и абрикос. Нужно искать деревья. Возле них на земле могут валяться эти плоды. Еще деревья можно потрясти, и тогда с них упадет на землю нужный плод. Найти их можно на карте «Синие ворота» в оливковой роще. Там, кстати, рядом будут деревья с оливками, которые тоже нужно собирать на следующее улучшение. Для 3-го улучшения потребуется опунция, оливки и кошачья лежанка. Опунцию можно найти в засушливых регионах. Нужно найти кактус, и на земле возле него может быть этот плод. Я искал его на карте Космопорт. Бегал везде, но можно сосредоточить свой поиск возле восточного подъемника. Там есть места, где растет много кактусов. Оливки ищем на карте «Синие ворота» в оливковой роще. Кошачью лежанку я находил в домах на карте «Поле битвы у дамбы». Можно взаимодействовать с другими игроками быстро через жесты и заготовленные фразы. Для этого нажимаем на клавиатуре кнопку G. Появится список действий. Самый распространенный жест «Не стреляй». Его чаще всего используют игроки. Персонаж машет рукой и говорит «Don't shoot». Услышать эту фразу можно на далеком расстоянии. Будьте бдительны, если игрок просит не стрелять. Это не значит, что он не будет по вам стрелять. В этой игре, как в реальной жизни, нельзя доверять незнакомцам. По моим наблюдениям, игроки, которые настроены на PvP, обычно ничего не говорят и не жестикулируют, а сразу начинают стрелять. Если вы находитесь в рейде на карте и у вас закончились заготовленные бинты и аппарат, который восстанавливает энергощит, то восстановить здоровье можно обычной тканью. Регенерирует маленькое количество ХП долго по времени, но хоть что-то. На карте ткань попадается часто, или ее можно получить в процессе переработки. А энергощит можно восстановить с помощью серого предмета энергоячейка ARK. Их практически всегда можно найти в обломках убитых роботов, арков. Гайд получился информативным. Напоследок расскажу еще пару важных моментов. Важно знать, что энергощит в этой игре не дает 100% защиту от урона. Он частично его снижает. Входящий урон все равно будет пробивать здоровье даже с полностью заряженным энергощитом. Поэтому, когда пробивает энергощит и здоровье, то рекомендую вначале использовать медикамент для восстановления здоровья, а только потом аппарат для регенерации энергощита. Ваш склад со временем будет заполнен до предела. Его можно улучшать за игровые монеты. Нажмите на вкладку «Расширить» и вы увидите, сколько денег потребуется. Монеты накопить не проблема. Когда разберетесь, какие предметы вам точно не нужны, а какие можно смело перерабатывать, то вы быстро расширите свое хранилище. На клавиатуре есть горячая клавиша Q. Через нее используем наши медикаменты, гранаты, аппарат для энергощита и другие тактические вспомогательные элементы.
Для мгновенного взаимодействия сначала нужно открыть инвентарь и в отдел быстрого использования положить все необходимые предметы. Или можно все сформировать заранее на базе. А потом через горячую клавишу Q их можно использовать. Рекомендую с собой брать инъекцию адреналина. Реально крутой расходник. Благодаря адреналину можно быстро восстановить выносливость и тем самым пробежать намного больше дистанции. Во время рейда есть смысл собирать ресурс различные семена. Потом их можно обменять на полезные предметы у NPC Селеста. Обмененные предметы будут нужны для крафта экипировки. Успех – это еще не точка. Неудача – это еще не конец. Единственное, что имеет значение – это мужество продолжать борьбу. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал и группу в Телеграме. Также у меня есть много интересного контента по игре The Forever Winter. Это тоже экстракшн-шутер от третьего лица. Всем приятной игры. Сайонара.